Хошимин – город на юге Вьетнама, крупнейший город страны, с населением около 9 миллионов людей, но столицей не является. Люксовые магазины на каждом шагу, и при этом протекающая сточная речка в центре города. Бывшие французские колонии, но Франция своего не отвоевала. Но обо всем по порядку. Поговорим о трафике, и он в Хошимине безумный. Основной транспорт для передвижения – это байк. На байках тут даже школьники добирают до своих учебных заведений. Такси мне каждый раз обходилось по 50 тысяч, это примерно 200 рублей за поездку в 10 километров. Заказывал я через приложение Grab. В первый же вечер я поехал в центр и зашел перекусить. Суп стоил 65 тысяч, и плюс в счет включили 3000 чаевых. Но вкус для меня был непонятным, и даже сок лайма не спас ситуацию. К супу бесплатно подали большую миску зелени. Вот это класс! В Хошимине и в целом по Вьетнаму я заметил культ на холодный кофе со льдом и сахаром, с большим количеством сахара. В целом цены в Хошимине на еду достаточно приятные. Я ужинал в самом центре, рядом с финансовой башней Битекс-Ко. Та, что возвышается справа. Далее я отправился изучать сердце Хошимина и пришел, так скажем, на местный Таймс-сквер. Это одно из немногих мест, где можно просто погулять, а кто-то даже умудряется побегать среди вони пролетающего мимо трафика. В центре есть здание французской эпохи, которое сейчас выполняет функцию городского совета Хошимина. Кстати, Хошимином город стал называться относительно недавно, в 1976 году, поэтому тут все еще с приставкой Сайгон. Отели, кафе и достопримечательности. Кстати, последнего тут совсем, как мне показалось, немного, зато люксовые магазины тут на каждом шагу. Все условия для раскошеливания состоятельных туристов, к примеру, из Сингапура или Бангкока. Ну а для местных разве что бетонные лавки без спинок, которые располагаются на центральной набережной. Ладно, извините за пессимизм, если присмотреться, тут есть оперный театр времен французского господства. Огромное красивое здание выполнено в колониальном стиле. В театре проводятся культурные мероприятия, такие как музыкальные концерты, спектакли и балет. Хоть тут и воняет безумно канализацией, потому что я сижу прям рядом с какой-то сточной речкой, но вид классный, рекомендую. Посмотрите, очень хорошая сеть, хочу порекомендовать, называется Highlands Cafe. Это находится прям рядом с Water Bus Station. Очень красивый вид, прям в центре города. Вот этот напиток стоит 40 тысяч вьетнамских донгов, что в пересчете приблизительно 160 рублей. Ну, друзья, это просто вау. Тут, конечно, прям набережная очень развита, очень много людей, туристов. Видно, тут такой центр притяжения. И зелени достаточно, и красота вокруг. И какая-никакая водичка есть, тоже можно посозерцать, немножко расслабиться. Детишки бегают. И если ваша задача приехать в Хошимин и хотя бы чуть-чуть что-то посмотреть, я рекомендую выбирать центр. Вообще, наверное, центр любого города, куда бы вы ни приехали, чтобы хотя бы немного прочувствовать атмосферу. Люблю, знаете, друзья, такие места, куда в любое время суток приедешь, и тут хорошо. Днем тут по-своему, вечером тут так светло, почти как днем. Много фонарей, света от домов, небоскребов и отелей, от кафешек, поэтому даже вечером тут очень приятно ходить. Мне это нравится, тем более, когда в Азии 6 часов закат почти везде, каждый день. Это актуально, если вдруг вы работаете на протяжении дня и у вас есть свободное время только вечером. Ну а сейчас перед вашими глазами главное почтовое отделение Хошимина. Это еще один великолепный образец французской колониальной архитектуры 19 века. Один интересный факт. Металлические конструкции проектировал сам Гюстав Эйфель. Да, тот самый француз, в честь имени которого была названа Эйфелевая башня в Париже. Первое впечатление о месте, да, наполовину оно действительно служит по прямому назначению, помогая посредством писем связывать людей с разных концов света. Ну и другую добрую половину занимают памятные сувениры, начиная от самых бесполезных брелков и магнитов и заканчивая вещами, что как раз мне показалось более применимым в жизни, и я приобрел себе футболку. Итак, давайте поделюсь с вами экспириенсом по поводу обмена валюты. Вы, скорее всего, поменяли какую-то часть в аэропорту, там курс, сами знаете, невыгодный, как и в любом месте. Я вам покажу местечко
более выгодное. Оно находится рядом с рынком Бентан. Ну а второй ориентир, друзья, это башня финансовая. В общем, рынок Бентан и башня – это самый центр города. Я думаю, вы не запутаетесь. Пойдемте покажу два основных обменника. Не удивляйтесь тому, что тут меняют деньги не в специальных обменниках, а в ювелирных магазинах. И второе, имейте в виду, что тут вас просто достанут разные люди, которые будут предлагать вам почистить вашу обувь. Они подходят с такими небольшими бутылечками, я подозреваю, что там перекись. И прям, если вы не пнете их, грубо говоря, они сядут, не знаю, на колени, на корточки и начнут зубной щеткой чистить вашу обувь. Вот, посмотрите, о чем я говорил. Видите, мужчина только что присел, завязав шнурки, а тут ему сразу предлагают тряпочкой протереть его обувь. Смотрите, есть один обменник. Вот, пускай он называется MyOne. Здесь не очень выгодный курс 25.130. Там есть бумажка, можно прочитать. Через дорогу второй есть обменник. Он называется Хатам. Запомнили, да? MyOne и Хатам. Просто вот запоминайте по вывеске. Здесь тоже очередь, в принципе, такая же, как и там. Хотя, наверное, здесь очередь больше. Здесь курс не написан. Я думаю, ввиду конкуренции между обменниками. Здесь курса вы нигде не найдете, но он тут будет выгодный. Окей. Короче, мне там запретили снимать. Тоже, наверное, ввиду конкуренции. В общем, там курс 25.560. Вот мой чек, друзья. Хочу вам кое-что показать. Смотрите, две купюры они посчитали по 2560. А третью купюру, вот цифра 1, они посчитали по 2,530. Почему так происходит? Позаботьтесь о таком моменте, когда вы выезжаете из России, обменивая рубли на доллары, чтобы вам выдали купюру нового образца. У меня две купюры 2017 года, там год на купюре, соответственно, подписан, а одна купюра 2009. Я подозреваю, что эту купюру они посчитали чуть-чуть с меньшим курсом. Ну и обменивая $300, у меня получилось 7 650 000 вьетнамских донгов. А сейчас вы можете наблюдать книжную улицу, которая открывает отличный ракурс на здание Нотр-Дам-де-Сайгон. Да, вы не ослышались, именно собор Сайгонской Богоматери. Пожалуй, это приятная улица, как минимум за то, что тут можно погулять в безопасности для здоровья, ведь на обычных улицах тебя трафик даже на пешеходном переходе не пропустит. Но если серьезно, то тут по обе стороны масса магазинчиков по продаже книг, и каждая торговая площадь само собой старается своим интересным дизайном получить заветного гостя. Ну а теперь давайте посмотрим, где я живу. Позади меня супер оживленная улица, где тебе даже на пешеходном переходе не дают пройти дорогу. Но сейчас вы уже должны меня слышать гораздо лучше. Мы попали на тупиковую улицу, где находится моя гостиница. Здесь уже байков гораздо меньше, потому что улица буквально через 70 метров заканчивается. И что там, вы сейчас увидите. Конечно, это не особо относится к моей гостинице, но я бы хотел вам показать, потому что запахи там не самые приятные. Ну вот, посмотрите на мое гетто. Тут проходит огромнейшая канализация. В общем, имейте в виду, когда вы совершаете такую ошибку, как я, бронируя свое жилье где-то на окраине города, просто подумайте о том, что там могут быть какие-либо производства. Вот как, например, здесь. What's up, man? Вот здесь вот, например, что-то красят. И предлагаю вам зайти вовнутрь, посмотреть, как тут все выглядит. Сразу на входе встречают байки, им разрешают прямо вот по вот этим вот металлическим конструкциям заезжать вовнутрь. Это тоже иногда создает некий шум, когда утром либо кто-то вечером приезжает со своих прогулок. Ремонт, интерьер достаточно интересный, такой, знаете, в бетоне, в камне, есть зелень. Некоторые отделки в виде мрамора присутствуют, вот как здесь, например. Вот здесь белый мрамор, тут черный. Присутствует уют, присутствует такой стиль европейский. Наверное, поэтому я и выбрал. Как там говорят, не обращайте внимания на бардак. Двуспальная кровать.
Неплохая такая рабочая зона, достаточно много света, сейчас вам покажу. Вот так. Кондиционер вот этот вот не работает. Я так и не разобрался, как его включать. Зато есть вот такой вентилятор, который в целом сейчас работает на максимуме, и с ним достаточно комфортно. Большой телевизор, небольшой холодильник, шкаф, жалюзи, которые в целом неплохо так защищают от лишнего света. Ну и, соответственно, ванна. Не самая удобная тут душевая зона, без каких-либо ограждений, шторок. Ты моешься, и буквально, вот вы можете заметить, вода до унитаза достает. Ну а в остальном все в порядке, вода здесь хорошая. Есть раковина, шампуни, гели для душа. Вода теплая есть, хороший напор. Отель достаточно свежий, я думаю. Видите, тут все такое еще пока. Если и где-то есть какие-то потрепанности, то чаще всего на белых стенах. Полы в мраморе. Тут белый мрамор. В целом мне все нравится, кроме места расположения. По стоимости это было 2 миллиона за 5 дней. Порядка $80 за 5 дней. Но имейте в виду, если вы бронируете так далеко от центра и не собираетесь никуда ездить, это окей. Но, однако, тут все равно инфраструктуры не хватает. Я даже не знаю, вот до сих пор за эти 4 дня, завтра будет 5-й, куда здесь нормально сходить поесть. Кофейня, да, есть окей, но поесть вот мне приходится то всякие булки покупать, то какую-то там готовую еду. И если вы тут бронируете и собираетесь в центре где-то тусить, гулять, наслаждаться хашимином, то на такси вы не наездитесь. Это вот вонючая футболка, 50 тысяч каждая поездка стоит, порядка 200 рублей, ну туда-сюда уже 400, понимаете, да? И 40 минут езда каждый раз. 40 минут туда, 40 минут обратно. Надо ли оно вам? Это ваш выбор.